Привет! Сегодня у нас второй выпуск, посвященный выходу дополнений на русском языке к настольной игре Pathfinder. Для разбора у нас четвертая колода, которая называется «Крепость каменных великанов». Это приключение состоит из 5 сценариев, и итогом его станет улучшение колоды персонажей. Но прежде чем приступить к обзору сценариев, злодеев и прислужников, немного истории. Каменные великаны напали на Сэнд-Пойнт. Для спасения города герои должны отбить атаку исполинов и отправиться в крепость Йоргенфист, чтобы разделаться с уцелевшими. В подземных казематах крепости герои столкнутся с каменным великаном Мокмурианом, постигающим порочную магию в надежде восстановить древнюю империю зла. Вот такое непростое задание. 110 карт, как обычно, без предыдущих дополнений не играет. Ну а теперь пробежимся по тем, с чем же мы столкнемся. Сценарий первый. Сэнд-Пойнт в осаде. Злодеем тут у нас выступает Терактинус, который перед боем наносит 1d4-1 урона, и который, если что, получает каждый персонаж в локации. Ну, не то, что на то они и каменные великаны. Прислушникам тут длиннозуб и обычные великаны. Длиннозуб, как положено драконам, жжется огнем, а великаны просто бьют по всем. Сам сценарий хитрый. Колода благословений состоит из 25 карт, а не 30. Кроме того, в начале хода можно запросто потерять вещь из случайной колоды локации. Так что можно лишиться разных вещей в случае чего. Итогом сценария станет улучшение способностей. Ну а раз мы в прошлом приключении взяли карту роли, можно прокачать новые обилочки. Сценарий номер 2. Йоргенфист. Та самая крепость великанов. Поэтому, если победили монстра с атрибутом великан, есть шанс, что он вернется. Злодеем тут Геленмир, который, как и предыдущий босс, перед боем пытается ударить всех в локации. Помощником, собственно, Длиннозуб. Где он? Длиннозуб, который, видимо, сбежал из Сэнд-Пойнта в прошлый раз. Великаны и Киндерма. Награда — улучшение колоды. Сценарий номер 3. Черная башня. Непростой сценарий для магов, так как, приобретая заклинание, нужно хоронить карту. Злодеем тут черный монах. И если не пройти проверку выносливости или стойкости, то надо будет выбрасывать на кубиках 24 минимум, чтобы его хоть как-то победить. Однако на фоне злодея прислужники, Гарпия, монахиня, смотрятся куда как опаснее. Ведь провалив проверку против нее, нельзя будет играть оружие или заклинание. Ну, то есть, если что, придется проверять, чье кунг-фу сильнее. Причем проверку проходит каждый персонаж. И в случае провала он переносится в локацию с Гарпией. В качестве трофея, в качестве награды дадут трофей, изумрудный кодекс. Что он делает, говорить не буду, иначе будет просто неинтересно. Сценарий номер 4. Под Йоргенфистом. Тут нас ожидают сразу два злодея. Зальсар и Селиваль. Если они нанесут урон персонажу, то нужно будет захоронить 1d4 карта из сброса. Так что нужно будет бить наверняка. По условиям сценария, победив первого злодея, локация не закрывается. И если второй злодей не сможет бежать, то есть надо до этого, получается, закрыть все другие локации, в бой вступает снова первый злодей. Будет непросто. Прислужники тут Лакансир, который, судя по тексту карты, очень не любит магов. Тролль-угнетатель, которого не победить без огня или кислоты. И Энга
киквия, которая в случае победы над персонажами просто ложится поверх колоды. После победы в сценарии можно улучшить навык, что также интересно в разрезе карты роль. Ну и последний сценарий, сценарий номер 5, древняя библиотека. Схватка с Макмурианом, который тоже любит хоронить карты с руки. Победа над прислужниками может оказаться непростой, ведь по условиям, если не закрыть локацию после победы, прислужник вернется обратно в колоду локаций. Собственно, холмовой великан просто стучит по всем локациям. Кузнец демонов в ближнем бою наносит урон огнем. Воинам нужно быть поосторожней. Ну, а обезглавливающий властелин сначала вызывает ветхого скелета, сложность проверки над которым увеличивается на 6. 8 плюс 6. Однако и награды в сценарии очень достойны. Очень любопытные трофеи дают за победу, очень вкусные. Вот такое приключение нас ждет. Есть очень интересный сценарий с замысловатыми условиями, есть над чем голову поломать. Но в следующий раз я расскажу вам о колоде дополнительных персонажей. Вот она. Выпуск будет совсем коротким, и чтобы не затягивать, покажу также премиумные карты, которые были доступны в качестве дополнительной награды для спонсоров. Так что не переключайтесь, будет интересно. Всем пока!